Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина растопит ваше сердце? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вы человек, который вообще любит стабильность. Вам хорошо, когда всем вокруг хорошо. Поэтому вы всегда стараетесь вот и в семье, да, и когда вы, допустим, помогаете родителям, может быть, детям, вы стараетесь всех вокруг и обеспечить, и, может быть, там кому-то денежкой помочь, еще чем-то помочь. То есть вы себя чувствуете комфортно, когда вашим родным и близким хорошо, когда они ни в чем не нуждаются. И это не обязательно, что у вас должно быть много денег, только так. Нет, вот вы всегда переживаете, есть ли у них там покушать, в безопасности ли они, все ли у них есть, ничего ли там ни у кого не болит и так далее. То есть вы такой человек, который всегда о всех близких вот, ну, держит ухо востро. Вот так, наверное, будет правильно. Вот вы как такой всеобщий большой покровитель для своей родни. Вы, кстати, у кого-то может проиграться, что вы, может быть, сейчас находитесь либо за границей, это может быть работа у кого-то может быть отдых, ну, либо же планируете поехать в другой город, либо же даже за границу, потому что нам падает карта очень такого отдаленного путешествия. Далее. Вот вы как-то, знаете, стали в последнее время жить вот не спеша. Вот не суетитесь. Вот как идет, так идет. Вот я не вижу какого-то драйва в вашей жизни. Вот я не вижу каких-то эмоций особых, такого адреналина. Даже кто-то из вас, возможно, немножечко, ну так, подзапустил себя, если честно. Во-первых, я не вижу женщины возле вас. Ну вот от слова совсем. Я имею в виду именно любимую женщину. Если у кого-то романчики, это мы не считаем, да, вот я обычно в раскладе говорю о такой настоящей любви, о женщине. Также может проиграться, что кто-то из вас сейчас живут в отношениях, но это настолько такие токсичные отношения, что, ну, мне даже не показывает эту женщину, потому что, ну, так все плохо и печально между вами, что, ну, даже высшие силы ее не рассматривают как вашу женщину, как вашу партнершу, да. Вы человек довольно щедрый, щедрый и сердцем, и душой, но в то же время вы никогда не дадите себя в обиду. Вот есть такой момент, что вы можете с легкостью поставить человека на место, но это будет так тонко, так деликатно сделано, вот чтобы особо и не обидеть человека, но тем не менее дать понять, что с вами нельзя так разговаривать и обращаться. У кого-то из вас падает, что вы, ну вот реально, почему-то мне дороги, либо же вы сейчас находитесь где-то в дороге, либо же вы едете, спланируете в дорогу. То, что у кого-то еще могут проиграться, может быть, даже сейчас, либо вот недавно были какие-то судебные разборки, но это могут быть какие угодно, алименты, разводы, там, я не знаю, наследство, ну, что-то вот связано с юриспруденцией, возможно, оформляются какие-то юридические просто документы, да, входите там в наследство, может быть, купили квартиру и тоже оформляете документы, ну, то есть вот что-то такое юридическое в вашей жизни происходит. Вы человек, у которого, в общем-то, дом полная чаша. Но единственное, что там не хватает, ну, настоящей хозяйки. Вот именно хозяйки с большой буквы. Напишите, ребят, вот как всегда, маленький такой опрос. У вас в доме есть настоящая хозяйка или же ее нет? Потому что можно даже жить с женщиной в тех самых токсичных отношениях, да, вот жить как соседи, каждый своей жизнью. И по сути, по факту хозяйки нет, да, потому что она живет для себя, вы там сами себе что-то, может быть, готовите, а она не при делах.
Поэтому вот напишите, в какой ситуации находитесь вы по поводу вот хозяйки. Итак, давайте будем смотреть все-таки, появится ли настоящая женщина. Какая женщина растопит ваше сердце. Потому что, ну, сейчас я не вижу, чтобы кто-то был на горизонте и растопил ваше сердечко. Знаете, у вас идут крутые перемены в жизни. Причем, смотрите, ребят, ух ты, это кардинально новый жизненный этап, в который вы сейчас можете даже не верить. Вот мне даже показывают, что однозначно среди вас есть те, кто сейчас могут сомневаться, посмеиваться и скептически вот слушать и думать, да что ты там языком чешешь, что ты нам рассказываешь, такого ничего не будет. Есть такие, ребят, я же все вижу. Поэтому я вам скажу, что вот как бы вы там скепсисом не занимались, но тем не менее у вас идут судьбоносные перемены в жизни. Абсолютно новый жизненный этап. Сейчас мы будем с вами разбираться, что будет дальше. Причем вот мне показывает, это как будто вот награда за все, что вы вот пережили в своей жизни. Это идет награда. Кстати, кто-то из вас еще может даже, вот знаете, ну, либо же, ну, человеком таким более воцерковленным стать, либо же уже стали, да, вот мне показывает, что вы как-то больше начнете более верующим, да, вот, ну, я не знаю даже, как это называется, да, подскажите, если можно, если кто знает, напишите в комментариях. Ну, то есть больше вы станете вот набожным таким, вот, более воцерковленным. Может быть, даже, я не знаю, там вот если раньше вы, допустим, не молились, то сейчас начнете молиться, просить. Вот как-то, вот почему-то мне такую историю сейчас показывают. И причем, знаете, вот эти вот перемены у кого-то может даже проиграться, вот как будто это вымоленные проблемы, ой, проблемы, простите, перемены. Как будто вот вы знаете, какой-то период вы вот обращались, да, там, либо же к святым, либо к высшим силам и просили вот, чтобы вам послали вот перемены в жизни, послали вам либо женщину, кому-то работу, может быть, кому-то два в одном, да, вот, потому что у вас перемены вот именно как дар свыше, то, что вы просили и то, что вы молили. Будем сейчас смотреть. Ну, посмотрите, вот большинство из вас, конечно же, просили новую любовь, потому что очень плохо одному, как ни крути. Как ни крути, ну, судьбоносные, ну, посмотрите, второй раз мне выпадает, да, вот судьбоносные перемены именно в личной жизни, это новая любовь. Причем у кого-то может проиграться это знакомство в дороге. Это имеется в виду, да, вот дорога, это что? Я сейчас просто поясняю. Кто-то уедет в другом городе познакомиться, кто-то может, я не знаю, там в автобусе, в троллейбусе, где угодно ехать на работу с работы, да, познакомиться в процессе. Опять же, как-то вот связана дорога. А может быть, кто-то будет даже пешком идти и просто слово за слово с кем-то познакомиться. Поэтому, ребят, мы не привязываемся к месту. Я принципиально не хочу привязываться, потому что вас много, и не может у всех одинаковая ситуация. Да? Но не могут все сразу познакомиться в автобусе, правда? У каждого будет своя ситуация. Но то, что они будут однозначно судьбоносны, и то, что это будет подарок свыше, это 100%. Давайте теперь смотреть, какая это женщина. Она, знаете, вот она почему-то мне идет вот в сравнении как с хрупким таким цветком. Она может быть хрупкого телосложения, она однозначно моложе вас. Но она настолько такая вот реально хрупкая, ранимая, вот как хрустальная ваза. Она в чем-то может быть даже наивная. Какое-то, знаете, вот идет такая информация, что она может даже внешне, либо же моложе даже своего возраста выглядеть, либо же совершать какие-то такие, ну, очень наивные поступки, да, вот какая-то чистота в ней присутствует. Вы, когда будете с ней общаться, она вот именно вас покорит своей чистотой. Потому что вот будет в ней какая-то такая изюминка,
которая вас настолько вот зацепит. У каждого, конечно, своя изюминка будет в женщине, но вас настолько зацепит и покорит, потому что она не такая. Вот что-то в ней такое есть, чего нет в других женщинах, которые были у вас и у тех, которые вас окружают. Знаете, вот почему-то хочется сказать, что давно у вас не было женщин таких вот чистых, искренних, может быть, даже немножко наивных. Пусть вас это абсолютно не пугает, что есть какая-то в ней наивность. У вас этой женщины однозначно падает любовь. Вот именно эта женщина, она растопит ваше сердце, причем это случится очень и очень быстро. Вы настолько будете ею покорены, что будете, вот опять мне показывает, что вы будете готовы реально горы сворачивать, только бы ей было хорошо. У вас будет такой тандем, да, у нас вот туз кубков выпал. Это тандем, который всегда бывает взаимный. То есть это начало больших, чистых и, конечно же, взаимных чувств. Вы, кто-то даже, возможно, возьмет подработку, чтобы больше денег зарабатывать, чтобы чем-то ее побаловать, да, чтобы не упасть в грязь лицом. Особенно это касается тех, кто, может быть, ну, не так много зарабатывает. Но вы будете так бояться потерять эту женщину и приложите просто все усилия, чтобы ее не потерять. Вам насколько, знаете, вот мне постоянно идет информация, что вам настолько будет с ней хорошо и комфортно, что вот даже как-то друзья, вот все остальные, да, посиделки какие-то, они все настолько уйдут на задний план, вам будет вот хорошо именно в этом маленьком мире двоих. Это настолько классное такое состояние, вот кто его испытывал, вот просто мирок двух любящих людей, в которых вы будете вот пребывать в таких вот, знаете, в отношениях, что вот честно, просто нет слов. Смотрите, у кого-то из вас даже проиграется, что вы со временем захотите узаконить отношения с этой женщиной, потому что вот она вас именно зацепит чистотой, и вы будете изначально ее рассматривать как будущую жену. Вы так будете даже на перспективу думать, что вот да, было бы неплохо с ней потом, попозже узаконить отношения, но пока я еще немножко буду присматриваться, да. Зацепить-то она вас зацепит. Но вот этот вот червячок сомнений, который у многих из вас сидит, он все равно никуда же не денется, да, это будет все равно постепенно, вот как-то постепенно вы будете душу свою открывать. Одно дело, вот когда, знаете, когда влюбляешься, когда она ёкает, но израненные люди, у которых уже был богатый опыт за плечами, ну, конечно же, будут, несмотря на любовь, все равно будут присматриваться и осторожничать. И, конечно же, не будут торопить события. Просто потому, чтобы не обжечься в очередной раз. Но это не говорит о том, что вы будете долго очень присматриваться. Нет. Просто такие меры безопасности. Я вам скажу, что в принципе эти отношения вы заслужили, ребят. Вот то, что я вижу, да, вот и мне, в общем-то, и Таро это показало. Вы в своей жизни много чего перенесли. Я не хочу перечислять, я понимаю, что это и вам не очень приятно, да. Особенно вот с прежними отношениями. И вы по достоинству, да, вот вы настолько вы заслужили такую классную женщину и такие классные отношения. Кто-то из вас вообще соскучился по любви. Вы соскучились именно по той теплоте, которая может быть между двумя людьми. Потому что когда живешь в токсичных отношениях, ну, это вообще, это даже не отношения, да, о любви здесь речь вообще не идет. А когда появляется новый человечек, с которым тебе хорошо и гармонично, кстати, вам даже будут и знакомые, либо же родственники говорить, вот когда с ней познакомятся, с этой женщиной, они будут тоже в восторге и, в общем-то, подружатся с ней. У кого из вас есть дети, очень быстро найдут общий язык с этой женщиной. Знаете, вот когда человек такой вот добрый, теплый, да, светлый,
то, конечно же, она найдет подход всегда и ко всем, и к вашим друзьям, и к детям. Это с легкостью будет сделано, потому что она чистая, она искренняя. Она вот такая, какая она есть. Поэтому, ребят, я вам желаю всем поскорее встретить такую шикарную, пусть и немножко наивную женщину. И вам всем желаю большого и чистого счастья. А кому понравился этот расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!